Привет, друзья, с вами Амир Исламов, это рубрика «Как это сделано». В ней рассказываю, как создаются те или иные макеты мои, либо других дизайнеров. А сегодня мы разбираем дизайн вот этой вот первой страницы, он практически у нас готов. Вот так он выглядит. В этом видео мы разберем первый его экран. Давайте мы сделаем его на отдельной странице, чтобы нас не отвлекал оригинал макета. Дизайн начинается с создания фрейма. Если, конечно, пропустить все моменты исследования, анализа и так далее. Создаем фрейм размерами 1600 на 900 пикселей в данном случае. Так как у нас только первый экран. Далее обычно я закидываю сюда различные материалы, все тексты, которые у меня есть, все изображения, а затем все это группирую и создаю уже сетку. Я начну с того, что закрашу наш фрейм цветом фона. Светло-голубой фон, он у меня уже здесь вот выбран из последних цветов. Далее я закину сюда уже наше изображение. Это сам очиститель воздуха и облака на фоне. Они у нас поместились не в нужный мне фрейм, я их просто возьму и перетащу вот сюда, в папку. И назову страницу Page. Так, куда же вы делись? Ага, находится вот здесь вот. Это у нас фон. Он должен быть у нас ниже, а сверху сам очиститель. Небо мы, конечно же, уменьшим. Можно было обойтись без него, но с ним прикольно смотрится анимация, и мне кажется, он неплохо создает атмосферу. Закидываем небо. И добавляем непрозрачности. Пробуем 50, чтобы быстро уменьшить или увеличить непрозрачность, мы воспользуемся цифрами на клавиатуре. 5, 40, 30, 20. Но я думаю, где-то до 20% непрозрачности мы оставим. Так, и чуть-чуть увеличим все-таки картинку с облаками. Вот, сейчас у нас получается такой плавный переход сверху вниз. Далее, наш очиститель. Как видим, здесь у нас есть фон белый, нам нужно от него избавиться. Один из вариантов — это перекинуть его в Photoshop, либо другой редактор графический, и избавиться там от фона, например, с помощью пера, либо волшебной палочки. В Figma тоже есть инструмент, такой как Remove Background, но он не всегда срабатывает. Посмотрим, как здесь он справится. Нажимаем Run, ждем. Ну, как видите, здесь край не совсем контрастный, поэтому он его также срезал. Мне это не нужно, есть способ попроще, так как здесь границы у нас ровные, я просто нажимаю на Enter, либо дважды на картинку. Мне нужен режим Crop, вот, можно переключить вот здесь его. Я просто срежу вот здесь углы и по краям. Чтобы сразу срезался с двух сторон равномерно, я зажимаю клавишу Alt. Все, теперь Enter. Отлично. И я сделаю чуть-чуть посветлее. Дважды щелкаем, открываются настройки изображения. И ползунок экспозиция чуть-чуть вправо. Все, немножко увеличим. И выровняем его по центру. Alt-H нажимаю, либо воспользоваться можно вот здесь вот, центровой. Относительно фрейма. Так, далее напишем наш текст. У нас очиститель воздуха Xiaomi Air Home. Поменяем сразу шрифт на Manrob. И уменьшим интерлиньяж. Где-то до 120% в данном случае. А возможно даже на 110. Стили цвета, стили текста я добавляю уже после создания первого экрана обычно. Сейчас пока что я делать этого не буду. И под заголовок у нас размером 22.
Здесь нет какой-то определенной стратегии в данном случае, я просто сделал подзаголовок, чтобы он был контрастен с заголовком, чтобы они отличались между собой. Пока что я не заморачиваюсь с различными цветами текста и так далее. Пишу все одним шрифтом и одним цветом. Дальше у нас также есть просмотр промо-ролика, смотреть промо-ролик, по нажатию на который у нас должно открываться видео в всплывающем окне. Смотреть промо-ролик. Размером на 16 пунктов. И сделал мимо подчеркивания, чтобы было видно, что это ссылка. Можно будет нажать на иконку и также на текст. Далее сверху у нас идет менюшка. Под менюшкой идет плашка. Шириной плашка у нас 1600 пикселей на всю ширину фрейма. Так, и цвет ее... Так, зачем-то я создал фрейм, должен быть не фрейм, а прямоугольник. 1600 на 100 пока оставим. Да, кстати, небольшая фишка, как быстро выравнивать объекты по вертикали, по горизонтали и так далее. К примеру, вот здесь стоит у нас объект. Alt-W по верхней части, вот здесь вот. Alt-A по левой стороне. Соответственно, Alt-S у нас выравнивает по низу. Сделаем плашку белым цветом. И начинаем прописывать меню. Менюшку, кстати, обычно я группирую Shift-A в Auto-Layout. Теперь Ctrl-D, дублируем надпись. Она автоматически перемещается вправо на определенную дистанцию, которую можно задавать вот здесь вот в настройках. В данном случае отступ на 10 стоит. Сделаем его побольше, где-то на 20 пунктов. И просто продублируем, сколько у нас пунктов. 1, 2, 3, 4 пункта. А теперь уже поправим. Назначение. Так работать гораздо быстрее. Ассортимент и последние контакты. Теперь, если мне нужно увеличить расстояние, просто нажимаю вот сюда на фрейм. Давайте переименуем его сразу в меню. Ctrl-R, меню. К примеру, на 30 пунктов. Так, и сделаем, пожалуй, поменьше шрифт на 14. Все, отлично. И теперь, чтобы добавить акцента, мы с правой стороны каждого пункта добавим небольшой плюсик. Он будет у нас зеленого цвета, как и все активные элементы на нашем промо-сайте. Если я сейчас перетащу его вот сюда, то он автоматически у меня зайдет в пункт Auto-Layout. Мне это не нужно, я хочу, чтобы он был у меня чуть-чуть левее, чем у каждого пункта, чем по центру. Я поставлю его отдельно вот сюда. Так, и стрелками на клавиатуре перетащу его правее. Это первый пункт. Ctrl-D дублируем. Снова Ctrl-D. Он автоматически у меня уже переместится. И последний. Давайте мы покрасим сразу зеленым цветом, чтобы не забыть. У меня есть уже цвет этот в стилях. Я думаю, вы умеете уже создавать стили. Если нет, то могу записать отдельное видео. Но в принципе, там ничего сложного. Нажимаете вот сюда и далее на плюсик. Стилями пользоваться обязательно нужно. Но я создаю их обычно не сразу. Так, давайте мы всю менюшку в одну группу запакуем, чтобы можно было вот так вот одним разом перемещать ее. Дальше с правой стороны от менюшки у нас находится номер телефона. Я его дублирую прямо отсюда. Восемь, 4, 9, 5.
Телефон у меня уже чуть пожирнее, я сделаю сразу его символом. И добавлю с левой стороны иконку. У меня есть такой замечательный набор иконок. Я возьму его отсюда, чтобы каждый раз не рисовать заново. Ctrl-C и перетаскиваем к нам. Выровняем менюшку и телефон относительно центра нашей плашки. Теперь добавим сюда листочки и затем нарисуем иконку. Листочки у меня не сохранились, к сожалению, исходники, но вы можете их легко найти в том же Яндексе, либо в Гугле по запросу листья isolate. Либо isolated, вот такой вот запрос, либо листья PNG. Заходим в картинки. Здесь я обычно выбираю файл, формат PNG, чтобы они были у нас без фона сразу же. Ну, либо если PNG не нахожу, то вырезаю уже в фотошопе. Размер можно сделать большие, либо средние. Все, здесь огромное количество уже листьев, вы можете взять любые и попробовать создать самим. Вот, по-моему, у меня что-то вот из этой коллекции. Давайте мы закроем Яндекс браузер, чтобы нас не занимал оперативку. И вернемся к нашему дизайну. Так, а пока я скопирую просто те листья, которые у меня есть. Вот они. Да, кстати, листья я потом немножко еще поправил по цвету. Это делается в фигме вот здесь. Жмете вот сюда. Я добавил немножко экспозиции, уменьшил контраст и добавил немного насыщенности. Также советую запомнить эти ползунки, за что каждый из них отвечает. Теперь создаем нашу объемную иконку для просмотра промо-ролика. Берем эллипс размерами, думаю, 50 на 50, чтобы было целое число. И белого цвета. У нас первый круг, дальше идет дубль чуть поменьше. И внутри находится у нас треугольник. Да, чтобы они между собой у нас отличались, на верхней добавляется небольшой эффект тени. У нас появляется объем. Заходим в эффекты, плюсик. Автоматически прибавляется Drop Shadow. И настраиваем. Значение Y ставлю на 0. Здесь цвет выбираем чуть-чуть темнее голубого. И добавляем еще блюра. Хотя, наверное, на 4 нормально. Сейчас немножко удалим. Чуть-чуть посветлее сделаем все-таки фон, чтобы у нас был эффект еле-еле заметный. Окей, и сверху поставим еще треугольник. Иконка Play. Да, только она гораздо-гораздо меньше должна быть у нас. Повернем ее на 90 градусов. И зададим ей сразу цвет зеленый. Так, вот здесь мы поставим тоже тень. Мы просто вот эту тень скопируем вот на наш второй круг. Выбираем ее здесь. Ctrl-C, Ctrl-V. Все, теперь кнопка стала гораздо виднее. И сделаем еще один дубль, Ctrl-D, немного увеличив. Уберем обводку и поставим, вернее, уберем заливку и поставим ее обводку белого цвета. Все, наша кнопка объемная готова. Далее на фоне напишем слово Air. Вот отсюда мы возьмем. Большими-большими белыми буквами. Так, буква А у нас маленькая идет, A, английская, но очень большая и жирная, bold. Поместим ее вот сюда вот. Отлично. И последний штрих, который нам остался, это добавить немножко цвета и контраста. Закрашиваем синим цветом надпись.
Так, у нас должно быть в стилях. Вот. Под заголовок делаем чуть-чуть светло-серым. То же самое делаем с надписью «Смотреть промо-ролик» и менюшкой. Мне кажется, кнопочка у нас получилась очень маленькая. И теряется на фоне буквы R. Давайте мы сделаем этот текст побольше. Так, Air мы заблокируем, чтобы у нас не выделялся случайно. А вот это вот сделаем побольше. О, уже гораздо лучше. Иконку мы тоже сделаем синим цветом. И чуть-чуть поднимем текст. Вот уже на этом моменте я начинаю выставлять наши сетки. Чаще всего сетка равняется по 200 пикселей с каждой стороны. То есть общая у нас 1600, 200 пикселей с левой стороны, 200 пикселей с правой стороны. Но это не всегда. Выставим здесь. Дальше Alt-D, чтобы направо переместить ее. И ставим новую направляющую. Теперь можем выровнять наш текст. Чтобы была у нас какая-то системность. По левой стороне. Это мы оставляем здесь. Телефон здесь как пожелаете. Можете поставить по линейке, можете выставить его по правому краю. Менюшка тогда тоже пойдет по левому краю. Здесь уже как вам угодно. Вот такой вот дизайн первого экрана у нас в итоге получился. С анимацией смотрится, конечно, все намного эффектнее. Вы сейчас видите на экране. У нас активная кнопка меню и кнопка Play. И я не просто так оставил эти вот листья на фоне. Они эффектно смотрятся при вылете нашего очистителя. А дополнительный урок по созданию анимации в программе Principle получат все доны моего блога ВКонтакте, либо сервиса Boosty. Чтобы оформить донат, вам нужно перейти в блог ВКонтакте, либо сервис Boosty, ссылка будет в описании. И здесь вы получите дополнительные видеоуроки и бонусы. Для всех, кто в блоге ВКонтакте, откроется дополнительная вкладка ВК Донат. Здесь уже доступен мини-курс по оформлению кейса на Behance, плюс дополнительные бонусы и фишки. Стоимость всего 100 рублей в месяц. А если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, о чем еще снять дополнительные видеоуроки. На этом все. Всем пока.